Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовим медово-имбирные пряники. Такие пряники имеют невероятно пряный рождественский аромат. Имбирное тесто можно легко сохранить несколько дней в холодильнике до приготовления, а готовые пряники сохраняются вкусными и ароматными от 3 месяцев до полугода. Все пряности, которые входят в рецепт, можно легко изменять на те, которые нравятся именно вам. И еще покажу лайфхак, как обойтись без нужных вам формочек. Я начинаю, а вы, пожалуйста, подпишитесь и не забудьте сохранить рецептик. В сотейник добавляем 100 грамм сливочного масла, 100 грамм сахара и 100 грамм меда. Ставим на небольшой огонь. Добавляем щепотку соли. Добавляем 1 чайную ложку корицы, 1 чайную ложку молотого сухого имбиря, пол чайной ложки мускатного ореха и щепотку апельсинового перца, белого перца, либо можно даже душистого. Перемешиваем смесь. Если хотите, чтобы пряники были приятного шоколадного цвета, еще добавляем 1 столовую ложку какао. И снова перемешиваем. Специи можете добавлять, какие вам больше нравятся для аромата. Но у лучших всего подойдет цедра апельсина, лимона, кардамон или гвоздика. Как только сливочное масло полностью растаяло, убираем смесь с огня. Но смесь еще продолжаем мешать, чтобы сахар полностью растворился. Плюс смесь еще остынет дополнительно. Теперь добавляем 1 чайную ложку соды без горки. И снова перемешиваем. Если хотите не добавлять соду, а разрыхлитель, тогда его добавляйте вместе с мукой. 2 чайных ложки разрыхлителя. Переливаем смесь в глубокую миску, в которой нам будет удобно замешивать тесто. Добавляем 1 яйцо. И 1 желток. Белок оставим для приготовления глазури. Перемешиваем. И еще раз, смесь не должна быть горячей, она уже у меня теплая, чтобы яйца не свернулись. Теперь добавляем просеянную муку. Всего нам понадобится 380 грамм муки. Сначала перемешиваем ложкой либо венчиком, а далее будем рукой. Лопаткой уже вымешивать тяжело, поэтому начинаем вымешивать рукой. Сильно главное, не забивайте тесто, оно должно остаться мягким, эластичным и хорошо отлипать от рук. Как только тесто начинает отлипать от рук, больше муки не добавляем, иначе мы забьем его мукой. Готовое тесто перекладываем в пакет и отправляем в холодильник на полчаса. Можно, конечно же, сразу приступить к изготовлению пряников, но тогда оно станет более удобнее в работе и упругое. Достаем с холодильника тесто и разделяем его на 3 части. Две части убираем в холодильник, а эту часть будем раскатывать. Стол слегка присыпаем мукой, совсем чуть-чуть. Тесто разминаем руками. И раскатываем скалкой. Раскатываем толщиной не тоньше, чем полсантиметра. Теперь насчет вырубки.
Я буду использовать вот такие вот большие вырубки, но когда хочется новогодних каких-нибудь печенек, то можно сделать из бумаги, приложить и ножом вырезать. Я вон елочку уже использовала и вот такие вот человечек и конфетка. Давайте начинать. И перекладываем на пергамент. Если будете такими пряниками украшать елку, тогда сверху пряника перед выпечкой сделайте небольшое отверстие. Такой вот. Если не хотите раскатывать тесто и формировать фигурные пряники, можно отщипывать тесто и формировать кружочки. После выпечки это будут классические круглые пряники. Чем толще пряник, тем больше увеличиваем время выпечки, плюс несколько минут, но не давайте им сильно румяниться. Собираем обрезки и снова формируем шар, раскатываем и формируем пряники. Выпекаем при 180 градусах 5-7 минут. Следующий пласт теста точно так же раскатываем и вырезаем пряники. Из этого количества теста получается примерно 30-40 пряников среднего размера. На момент выпечки в квартире стоит просто нереальный аромат рождественской выпечки. Я всегда готовлю такие пряники для своей семьи и угощаю друзей, упаковывая в подарочную упаковку. Так, аккуратно. Опа! Вот такая у нас вот красивое сердечко получилось. Ух ты! Вот сюда вот сердечко положим. Какое у тебя сердечко красивенское получилось. А какое ты еще хочешь? Большое. Это лучшая работа с детками. Ой, смотри, какая елочка получилась. Jingle bells, jingle bells. Уже пришло на Jingle Bells. Первые пряники готовы. Они еще будут очень мягкие после выпечки, но потом они станут уже более твердыми. Вот как они выглядят. Слегка зарумянились. Это елочка такая вот так вот. Сердечек. Как видите, особо и не видно, что мы их вырезали собственноручно, а не вырубкой. Если хотите, чтобы прянички были ровненькими и не кривыми, тогда остужайте их на решетке. Тогда они будут ровненькими. А если хотите, чтобы они были не выпуклыми, а плоскими, тогда придавите еще сверху досточкой. Теперь готовим глазурь. К одному куриному белку добавляем 170 грамм сахарной пудры порционно. И тщательно перемешиваем. Можете ее просеять, пудру, чтобы не было комочков. Я ее просеивать не буду. Снова добавляем. Глазурь уже более густая, нужной консистенции. Добавляем примерно 1 чайную ложку лимонного сока. И снова перемешиваем. Глазурь готова. Вот такая вот средняя густота у нее должна быть. Перекладываем ее в кондитерский мешок. И начинаем роспись пряников. Глазурь должна тянуться непрерывной тонкой линией. Если вы добавили слишком много сахарной пудры, можете добавить немножечко воды, и глазурь станет снова более жидкой и удобной в работе. Расписывайте пряники, как вам больше нравится. Здесь можете проявить фантазию, позвать деток или всю свою семью и максимально приятно провести время. Если хотите надолго сохранить пряники, тогда храните их в герметично закрытом контейнере без глазури. В среднем они отлично сохраняют вкус и аромат 3 месяца, но некоторые кондитеры утверждают, что за такой рецептурой и при правильном хранении можно хранить и полгода.
От себя могу сказать, что это лучший рецепт ароматных пряников, который я только пробовала. И всех, кого я угощала, просили рецептик. Я уже закончила. Расписывала пряники я впервые, так что не судите строго. Вот такая вот красота получилась. Глазурь засыхает буквально за 10-15 минут после нанесения. Вот первые, которые я уже высохли, уже не клеятся даже. В принципе, можно присыпать еще посыпкой какой-то кондитерской, но я не буду, мне и так все очень нравится. Обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам рецепт и любите ли вы имбирно-медовые пряники. Если за окном заметает снег, а в душе нет рождественского настроения, тогда самое время приготовить для себя и своих родных невероятную рождественскую выпечку. Обязательно приготовьте и не забудьте сохранить рецептик. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Не знаю, там не лучше. Вкусно. Крем очень вкусный.